Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Руслан, и это снова телеканал Фьюзман. В этом видео я бы хотел поговорить о часто задаваемом вопросе: я приеду в США, сколько ты мне будешь платить, Руслан? В этом видео, соответственно, мы поговорим о заработной плате кондиционерщика, именно инсталлера вентиляции, отопления и кондиционирования здесь у нас в Калифорнии, конкретно в городе Сан-Хосе. Еще раз вам могу напомнить, если вы первый раз у меня на канале, я в США нахожусь уже почти что 8 лет, я лицензированный контрактор в штатах Калифорния, в штатах Техас, Флорида, Гавайи. И у нас есть франшиза, по которой вы можете приобрести бизнес, такой же, как у меня, и, соответственно, также зарабатывать здесь миллионы. Так вот, давайте посмотрим на заработную плату инсталлера за 2023 год, сравним ее с информацией такой же, которая у нас была в 2022 году, поскольку статистика у нас по заработным платам собирается. И я вам могу сказать, что я это видео специально записываю для того, чтобы привлекать больше людей на нашу работу, для нашей компании, для того, чтобы нанимать больше талантов. Возможно, если вы уже работаете в нашей команде, вы смотрите это видео и радуетесь вместе с нами нашим успехам. У нас на данный момент 36 точек по всей Америке. Мы хотим развиваться еще больше, дальше, шире, глубже, красивее, сильнее. И поэтому смотрим видео, где я буду рассказывать сейчас о заработной плате инсталлеров за 2023 год. У меня есть таблица, подготовленная нашим payroll менеджером Владом, большое ему спасибо. Что мы здесь видим? Соответственно, средняя заработная плата за 2023 год кондиционерщика инсталлера систем HVAC составила $13 907. Соответственно, средняя заработная плата по всем инсталлерам составила $166 000. Если мы будем говорить о сравнении с 2022 годом, именно по средней заработной плате, то мы здесь увидим, что средняя заработная плата инсталлера в 2022 году была $13 456, а здесь в 2023 году она подросла на 3,24. Вы спросите меня: Руслан, а почему такая разница маленькая? Ведь 3,24 по сравнению с 2022-2023 годом съела вся инфляция. Но я вам могу сказать, что за 2022-2023 год именно в Фьюзе Сан-Хосе поменялось очень много процессов. Мы наняли такие позиции, как Project Manager HVAC проектов. Мы улучшили процессы, связанные по работе складов. У нас увеличилась команда доставщиков на объекты, потому что до этого инсталлеры в основном доставляли на объекты оборудование сами. У нас появилось много чего в стоке, у нас много чего появилось, и даже появилось больше мороженого в холодильнике. В целом вся компания увеличила эффективность. Это можно еще также увидеть, если сравнивать статистику выручки. С 2022 года у нас было 18,5 миллионов выручки, и в 2023 году произошел рост выручки до 28 миллионов. 34% рост выручки. Классный показатель, это успех однозначно. И я вам могу сказать, что в связи с этим произошел такой всего лишь небольшой рост заработной платы, поскольку мы убрали очень много излишних процессов, которые делал до этого инсталлер, и поэтому можно сказать, его заработная плата поднялась ввиду того, что он перестал делать всякую ерунду, которую он до этого делал в 2022 году. Если мы будем сравнивать именно тех ребят, которые недавно только начали работать, например, за 2023 год кто-то у нас тут поработал всего лишь 7 месяцев, у него заработная плата за 7 месяцев составила $75 000. Но есть те ребята, например, которые у нас работали все 12 месяцев, но я знаю этого человека, он очень много отдыхал, у него, соответственно, тоже получилась заработная плата 84 000. Но есть также большие молодцы, у которых заработная плата составила за весь год 221 000. На третьем месте у нас 215 тысяч, и на каком-то там третьем составила 203 тысячи. Могу сказать, что в среднем заработная плата в 166 тысяч является
среднестатистичный. Надеюсь, что в этом 2024 году мы еще раз увеличим количество инсталлеров, больше инсталлов, больше установок, больше клиентов, и, соответственно, мы увидим больше прироста в заработной плате. Численность инсталлеров у нас за 2023 год составила порядка 18 инсталлеров. Кто-то у нас уходил, кто-то у нас приходил. Соответственно, мы видим, что 2 инсталлера у нас ушло, оборвалась у них здесь жизнь. Но я вам могу сказать, что это не оборвалась, а именно это те люди, которые заняли другие позиции у нас в компании. Я лично знаю этих людей, поэтому получились такие цифры. Есть в заработной плате инсталлеров флуктуация, она связана с тем, что зарплата инсталлера напрямую зависит от продаж. У нас нету позиции инсталлеров HVAC на постоянной заработной плате, поскольку инсталлеры получают profit share, это порядка 30% чистой прибыли с проекта. Им это нравится. Если бы мы платили четкую просто заработную плату, возможно, у нас было бы меньше расходов на фонд оплаты труда, но уменьшилась бы общая эффективность компании в плане установок. Поскольку всем нравится такой вид деятельности, именно я могу его назвать конкурентным. Все хотят быстрее, больше заработать, быстрее обслужить клиента, качественнее, поскольку именно при такой работе смотрятся все показатели. Поэтому я надеюсь, что это видео было для вас полезным, абсолютно полезным, и вы, конечно же, поставили этому видео лайк, посоветовали его друзьям, тем ребятам, которые у вас живут в России, в Украине, в Узбекистане, в Казахстане и так далее, которые занимаются кондиционерами, и тем или иным способом они бы хотели улучшить свою жизнь, приехав здесь, сюда, к нам, в США, и работать на нашу компанию Fuse. Ставим лайк, подписываемся на канал. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.